Привет, друзья! Ну что же, настал этот момент. Специально поставил вот камеру еще напротив себя, чтобы снимать свои эмоции. Ну а так-то вы видите, в чем дело, собственно, да? Дело в том, что я обзавелся новым цифровым другом. Не стал тянуть, затягивать эту историю. iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro я приобрел и сейчас хочу вместе с вами открыть его и проследить за своими впечатлениями, эмоциями. Возможно, вам тоже будет интересно, как это вообще все там внутри. Мы можем сравнить его с моим 13 Pro, вот таким прекрасным, замечательным, который у меня сейчас есть. Есть ролик на канале, который я записывал, когда приобрел 13 Pro. Это было значительное время назад. А еще раньше у меня был iPhone 6s, который сейчас записывает вот это видео в формате 4К 30 кадров. И как вы видите, он вполне себе записывает и еще работает, хотя у него совсем дохлая батарея, но работать он работает. Ну что же, в этот раз без спешки, без скороговорки, постепенно, так вот с толком, с чувством, с расстановкой, я открою коробочку, посмотрю, что там внутри. Ох, даже руки вспотели, представляете? Прям вытираю об себя. Дело в том, что менять телефоны раз в несколько лет такое дело. Ну, этот iPhone 13 Pro прекрасная рабочая лошадка, замечательная. Мы сейчас сравним их, как они будут выглядеть рядом. Я сниму чехол, надену потом новый чехол на 16 Pro. В общем, господа, начинаем, да? Погнали, собственно, распаковка. Что я приобрел? iPhone 16 Pro, 512 гигабайт, одна физическая симка, одна eSIM-ка. Ну, в общем, стандартно, чтобы не было заморочек при переустановке симок, хотя, в принципе, возможность перейти на eSIM тоже есть. Ничего в этом такого сложного нет. Не знаю, где он произведен. Тут есть и китайские иероглифы, и какие-то другие. Я думаю, что он где-то сделан, например, для Тайваня или что-нибудь в этом роде. Не знаю. Какой цвет я взял? Desert Titanium. Это значит такой песочный золотистый цвет. Просто потому, что он был дешевле. Потому что я считаю, что все равно какой цвет брать, нужно брать тот, который дешевле. Потому что все равно ты засунешь его в чехол, и будет он там в чехле, как говорится, цвета чехла. Вот этот вот у меня голубой, да? И он, собственно говоря, видно ли, что он голубой. Вот иногда вот видно, а иногда и нет. Ну, цвет у него классный, поэтому надо брать, чтобы сохранить цвет, если уж совсем, то прозрачный чехол. Ну что же, не будем ждать, да? Desert Titanium 512, модель A3292. Ох, прям жалко. Ну ладно, с какой начнем? С нижней или с верхней? Давайте начнем с нижней, потому что она ближе ко мне. Аккуратненько. Раз. Ох, прям не знаю даже. Оторвали. Перевернем. Раньше коробки прям выезжали. Это было классно. Ох, смотрите, какой цвет. Какие здоровенные камеры. Какие здоровенные камеры. Вот у меня сразу впечатление. Здоровющие камеры. Матовая подложка, да? Задняя крышка. Поднимем его. Ох, какие тут классные края. Такие, я бы даже сказал, они не золотистые, а какие-то красно-золотистые. Так. Фотокнопка на месте, как мы и помним. Сразу следы начали оставаться от моих пальцев. Ну ладно. Ну что, открываем? О, вещь чапаевская, вещь титановая. Desert Titanium. Это вам не хухры-мухры. Ох, хорош ты, конечно, без вопросов. Так, что у нас тут еще в коробке? Мы увидели уже у всех блогеров, у всех посмотрели, что тут только кабель USB-C
что важно, теперь мы перейдем на USB-C. У моей подруги уже 15 плюс давно, у нее USB-C, а у меня все никак. Кабель плетеный, красивый кабель. Откроем его. Прям хочется ASMR ролик такой, знаете, записать. Кабель заделан нормально. Раз, два, аккуратненько вытащили. Ну, у нас есть здесь еще пимпочка для симки. Я, пожалуй, ей воспользуюсь. Пимпочка для симки прям шикарная. На $1 000 000 пимпочка. Закрою вот эти штучки. Я их люблю обратно закрывать, чтобы потом хранить зачем-то. Складываем все ненужное. Кабелечек. Кабелечек суперский. Ну что уж там говорить. Ну и все, в коробочке-то больше у нас теперь нет ничего. Даже, я бы сказал, ну вообще ничего. То есть никаких инструкций что-то я здесь не вижу. Или можно тут до чего-то достучаться, не знаю. Смотрите, тут даже нету, ну, как бы вообще совсем ничего. Или оно там где-то, они считают, что инструкции даже не нужны нам. Ну, я это ломать не буду. И, строго говоря, я вижу, что здесь больше просто нет совсем ничего. Господа, ничего нет в коробке вообще больше. Совсем. Закроем коробку. Ну что, будем включать? Давайте будем включать, как вы считаете? Будем? Включаем. Поддержим кнопочку. Я хочу его базово настроить, чтобы посмотреть, как выглядит, как он отображается, какая на нем iOS установлена. И чтобы после этого сбросить его полностью заново и тогда уже мигрировать со старого на новый. Может быть, я потом запишу ролик, как это все вообще отличается, потому что я 13 Pro пока не планирую от него избавляться. Буду его использовать как вторую камеру. Отличная камера у него. Конечно, похуже, чем здесь, но опять же, что считать хуже? Привет! Смахните. Русский. Россия. Выбираем. Сейчас он должен будет активироваться. Это, по-моему, можно сделать и без сим-карты. Оставим все пока стандартное. Настроить без другого устройства. Подключимся к Wi-Fi. Активация. Активируется. Ну, я хочу сказать, что экран очень приятный, высокого разрешения. Впрочем, как был и тот, наверное. Обновление ПО. Обновить позже я хочу. Продолжить. Настроить для себя. Настроить позже Face ID всякие. Не использовать код пароль сейчас. Покажи мне экран. Ничего не переносить. Другие варианты входа. Нет учетной записи. Настроить позже. Не использовать. Принять. Только автозагрузка. Не сейчас. Настроить позже. Сейчас он должен будет мне как бы вроде бы показать российский Рустор и российские приложения. Посмотрим. Ох, у меня прям жар идет. Может, у меня так душно, но... Ну, красивый. Вообще, согласитесь, цвет-то. Прям огонь. И главное, бомбические вот эти камеры. Что-то происходит. Что-то происходит. Что-то происходит. Я надеюсь, что-то хорошее происходит. Ну, а пока что-то происходит, я, пожалуй, сниму чехол со своего 13 Pro и попробуем сравнить их по внешнему виду. Наверное, это интересно будет. Ну, мне, по крайней мере, интересно. Вот прозрачный чехол. Кстати, чехол-то прозрачный я тоже к нему купил. Вот этот. Он не оригинальный, но никто об этом не знает, никому не говорите. Протрем тряпочкой старый телефон. Старый мой телефон. Одна микроцарапинка только на экране есть, и то не видно ее. Настроить позже. Настроить позже. Не делиться. Автоматически. Продолжить. Эту кнопку он предлагает кнопку действия настроить на что она будет. В общем, пока она бесшумным режимом, пусть остается.
Ага. Ну, это нас учит, как вот этой фотокнопкой пользоваться. Понятно. В принципе, все понятно. Настроить позже. Добро пожаловать. Ура! Смахните вверх, чтобы начать. Смахнули вверх. В соответствии с требованиям российского законодательства перейдите для просмотра приложений, доступных для загрузки. Вот у нас есть некоторые приложения. Ничего мы грузить пока не хотим. Вот он открылся, родной. Ну вот это взяли в руку и старый взяли в руку. Я хочу сказать, что у этого острые края, а этот новый немножечко больше. Да? Он же немножечко больше. Ой-ой-ой-ой. Не надо ничего делиться. Мы хотели сравнить их по размерам. Вот они опять хотят делиться, не надо. Вот смотрите, видите, он чуть-чуть выпирает, то есть он чуть-чуть больше. Камеры как бы больше размером, явно совершенно. А может быть потому, что у них темные края. Да нет, больше они. И по ширине он, не пойму, такой же? Вроде такой же, но здесь скругленные края. И еще, что еще? 13 Pro тяжелее, я хочу сказать. Тяжелее. 13 Pro тяжелее. Но еще надо признать, что дизайн у 13 Pro тоже обалденный. То есть вот этот вот серо-синий голубой цвет нифига не проигрывает. Хотя этот, конечно, смотрится так дороже, богаче. Вот такие вот дела, господа. Поставьте лайк, если вам нравится. Хотя я не знаю, что тут может не нравиться или нравится. Но, в общем, в любом случае, такая вот распаковочка получилась. Сейчас возьмем пимпочку, тыкнем и будем переставлять сим-карточку. И мигрировать отсюда сюда. Dynamic Island. Проверим кнопочку фотоаппарата. Вот же она. Да? Что, не путаю? Ага. Можно выбрать фотографические стили. Это потом мы все выберем. Здесь просто можно фоткать этой кнопкой. И все, вот она фоткает. А если ее чуть-чуть притопить, то можно делать увеличение. Двигать вот так. Двигать. Аж до 25. Обалдеть. Что еще можно? Ага, если удержать, то видео будет снимать. Ага. Но пока кроме зума я в этой кнопке особого смысла не увидел. Да. Что важно-то? Надо же чехол надеть. Чехол надо надеть. Посмотреть, как в чехле будет. Да ведь? Давайте наденем чехол. Сейчас вот чехол откроем. Тоже. Чехол прикидывается настоящим. Но мы никому не скажем, что это не так. Мы его откроем, как будто он настоящий. Интересно, какова красная цена ему? Так. Ну, чехол выглядит богато. Вот тут для не очень сообразительных нарисовано, как его вставлять. Тут никакие пленки не надо отрывать? Вроде нет. Надо отрывать пленки, но только вроде бы снаружи. Оп, пленку оторвали. А изнутри вроде никаких пленок нет. Я очень беспокоился, чтобы магнит был хороший, сильный. Чтобы он... Опа! Он сказал привет тебе. То есть он показал, что это якобы настоящий чехол. Интересно, что это значит? У меня вот есть такая вот зарядочка. Такая вот. И мы сейчас на нее проверим, как он магнитится. Ну, нормально. Лучше магнитится, чем вот тот чехол для 13 Pro. Вообще, если у вас есть iPhone вот старше там 12-го поколения, то обязательно такую вот зарядочку приобретите магнитную. Она супер удобна. Ну что, такой вот у нас сегодня такая ленивая распаковочка. Не динамичная, так сказать, была. Но дело просто в том, что очень волнительно это. Вот смотрите, видите, прозрачный чехол, и поэтому цвет не портится, и можно вот ходить так вот щеголять. Мне вот единственная вот эта вот кнопка под пальцем, не будет ли она мне тут мешать, когда не надо. Она тут прям в том месте, где я палец держу обычно. Ее нажимаешь, и сразу камера, опа, и фоткает. Так, а вот эта вот кнопка бесшумного режима, интересно. Если ее нажать, звонок, нажать. Удерживайте, чтобы бесшумный был. Удерживать. Ага. Переключалка-то вот эта, конечно, была огонь. Без нее надо привыкать. Так вот, давить, чтобы было бесшумно. Один раз ничего не происходит. Да, и давить так надо довольно сильно. Ну, в общем, что могу сказать? Красиво. Красивое, господа.
И почему я не купил 15? Да потому что зачем покупать 15, когда уже есть 16? Да, ну вот, мы надели в итоге чехол. Такой красивый получился у нас телефон. А 13 у нас тоже красивый, поэтому мы его себе оставим. И даже, я думаю, что чехол обратно наденем. Эх, стикер надо будет переклеивать и вот эту вот штучку переставлять. Вот эту классную. Такая вот ленивая распаковочка получилась. Я теперь с новым телефоном красивым. Красивый, что пипец. Ну, а вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, если было полезно или понравилось. Пока!